Если, пытаясь изобразить человеческую кожу в живописи, ты используешь только охру и коричневый, то это видео для тебя. Смотри видео, используй мои советы, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Я покажу технику, на которую меня вдохновляет художник Артур Фанвизин. Работы получаются нежные, с мягкими, но яркими переливами цвета, с размытыми границами, а фигура немножко утоплена в пространстве. Перед повторением техники обязательно прочти комментарий под видео, где я оставлю основные важные моменты этой техники. Итак, на первом же этапе мы покрываем все лицо голубым оттенком, превращая лицо нашей натуры в аватара. Только не используй слишком холодные синие, например, голубую ФЦ, и разбавь синий капелькой красного, чтобы получить мягкий синий-фиолетовый оттенок. Для чего это нужно? Уже на этом этапе создадим эффект холодного освещения, закладывая цвет бликов на лице, как при пасмурной погоде или от лампы с холодным светом. Работа ведется в технике по-сырому, поэтому мы ждем, когда предыдущий слой подсохнет лишь слегка, и переходим к следующему этапу. Добавляем тени, используя теплые цвета в противоположность холодному свету. Если не знаешь или подзабыл теорию тепло-холодности, обязательно подписывайся, чтобы не пропустить видео об этом. Коричневую добавляем красный и покрываем тени, нижняя часть носа, веки, под левой щечкой и подбородок и лоб, но не закрась блики. Займемся полутонами. Я просто смешала два цвета, которые уже есть на палитре, чтобы получить средний по теплоте оттенок. Покрываем оставшуюся часть лица, но опять же не трогая блики. Чуть более уточняем тени, используя фиолетово-красный. Затемняем теневые участки, используя, обратите внимание, ярко-красные, оранжевые цвета. Не переживай, цвет мешается очень яркий, но благодаря тому, что бумага влажная, краска плавно растечется и даст красивые нежные переливы цвета. Когда займешься прорисовкой носа, затемняй только полосы на границе светлой тени. Обязательно оставь нижнюю часть носа светлее. Это создаст рефлекс, что очень важно для создания объема. Закрашиваем губы. При обычном освещении сверху или сбоку верхняя губа всегда немного темнее нижней, а на нижней есть блик со стороны света. Покрываем радужки глаз в верхней части, ближе к веку, они немного темнее, чем снизу. Смешиваем цвет для бровей. Обрати внимание, я практически не использую черный цвет. Чтобы придать бровям красивый серый оттенок, я смешиваю цвета, противоположные на цветовом круге. В этом случае серый получается не безжизненным, а имеет красивый цветной оттенок. Дальше работа ведется по тем же принципам. Мы постепенно набираем тон, все больше затемняя тени и полутона.
дать объем глазам, нужно немного затемнить участок под верхним веком, показывая тень от него, и также участок, находящийся ближе к носу. Переходим к волосам. Я использую охру синий, где-то добавляю красного. Нужно создать цвет темнее лица, постепенно добавляя темные оттенки вокруг лица. Нужно сказать, что уже после окончания записи видео я решила изменить глаза, я их размыла, немного переписала, и поэтому на конечном результате они выглядят несколько иначе, чем при записи видео. Чтобы работа выглядела живописной в волосах и на фоне, используя не один цвет, а клади рядом теплые и холодные оттенки. Это создает приятные для глаза переливы цвета. Итак, конечный результат. Как ты видишь, я немного изменила глаза и добавила фон, чтобы вписать натуру в пространство. Надеюсь, видео тебе понравилось и, главное, было полезно, поэтому обязательно пиши в комментариях, были ли полезны тебе мои советы.